Уважаемые собственники и генеральные директора, сегодня мы обсуждаем ситуацию, когда вы часто говорите себе и своим топ-менеджерам: люди не делают то, что мы от них хотим, или не с теми результатами заканчивают работы, на которые вы рассчитывали при постановке им задач. В компании значит нулевая дисциплина. Вы ставите им задачу, они ее не выполняют или качество выполнения желает лучшего. Вы спрашиваете у себя и других, почему такая ситуация в коллективе и компании с исполнительской дисциплиной. Вам на это сообщат 100-500 отговорок. Вы кричите и нервничаете на совещаниях. Все кивают и говорят: «Будет сделано!». Руководители расходятся по кабинетам, и через неделю, месяц, квартал ничего не меняется с исполнительской дисциплиной в компании. Вы уже пробовали и кнут, и пряник. Премии лишали, премии добавляли, потом снова депримировали, выговаривали, брали объяснительные, увольняли и нанимали новых, проводили командные тренинги и отправляли персонал на обучение. Стратсессии, внедряли модные западные игрушки, например, Agile. Не сработало. Начали ставить задачи на контроль в электронном документообороте. А результаты все те же, ничего не меняется уже который год с исполнением и дисциплиной. Люди не выдают тот результат, который вы ожидаете от них для успеха вашего бизнеса. По итогу производительность компании не растет, а еще что хуже, падает, и ваш персонал не может получать достойные премии и доход. Они разочарованы и уходят со временем из компании, и вы разочарованы, теряете людей, и бизнес стоит на месте, роста нет. Если это про вашу компанию или бизнес, тогда этот ролик точно для вас. В этом коротком блиц-ролике рассмотрим одну проблему, как повысить исполнительскую дисциплину в вашей компании. Одно решение и без воды. Так почему у персонала падает исполнительская дисциплина и качество исполнения работы? Вы же вроде им платите зарплату. Вы создали им рабочие условия и обстановку. Вы им платите премии, возможно, не те, что они хотят, или не те, что они заработали, по вашему мнению. Так почему же они не делают то, что вы им говорите, или не такой результат вам приносят, на который вы рассчитывали по итогу от них? Причины, которые вам называют топ-менеджеры: люди стали ленивые, нет мотивации, у них зарплаты маленькие, сотрудники не горят делом, они не хотят работать. Кадровый рынок просел, неким заменить, профессионалов мало на рынке. Все разгильдяи и вообще какой-то разброд и шатание в компании. Непонятно, кто и за что отвечает, войны отделов, политика, интриги в коллективе. Все это, конечно, есть, и это правда, но это уже следствие вашей ситуации с исполнительской дисциплиной в компании. Причина одна – не системная, а соответственно ручное управление в компании. Разберем стандартную ситуацию в таких компаниях. Вы ставите задачу устно, или в протоколе, или в мессенджеры. Сказали и забыли, думаете, они на автопилоте и самостоятельно, без координации, все выполнят, как вы хотите. Через неделю спрашиваете: а где результат? А вам отвечают: а я не понял задачу, а срок не помню, вы не уточнили мне при постановке, а у меня другое было приоритетное задание, а вы не сказали, что срочнее, а мне не дали ресурс для задачи, и мне невозможно ее выполнить с этими ресурсами, а у меня люди заболели и так далее. Что делает собственник? Он начинает контролировать еще жестче своих сотрудников. Секретарей всех сажает на контроль поручений. Новый чат в мессенджере запускают. Создать для отчетов и каждое утро и вечер отчеты в чаты по всем задачам. Ежедневные планерки по 1,5-2 часа. Лично ходит и проверяет исполнение. Через месяц после запуска жесткого контроля вы тратите 3-6 часов в день на контроль. И у вас всего пару часов остается, чтобы посмотреть, а что же еще там в чате происходит. И все ваши 8 часов в день вы проводите в контроле. Секретари весь день обзванивают по протоколам ответственным. Люди заполняют отчеты вместо работы, а задачи все равно не выполняются. Через месяц такого ручного управления и контроля вся компания целыми днями занимается контролем, отчетами, а месяца через 3 вы им еще и в нагрузку добавили ежедневные отчеты от каждого подразделения, цветных, статичных и очень красивых презентациях. Ну, они очень бесполезны для бизнеса. Но самое главное, такой ручной механизм и жесткий контроль не приближает вас и вашу компанию к вашим основным целям – получение прибыли и премии, соответственно, вашему персоналу. Да и производительность компании каждый месяц начинает падать. Расходы ваши растут, затраты на контроль увеличиваются, а эффекта в целом для бизнеса никакого. Вся компания занимается не производством основного своего продукта или услуги, а производит внутренний убыточный продукт под названием бюрократия и жесткий контроль. Как вы думаете, зрители, сколько вы на этом продукте заработаете денег своему бизнесу? Напишите в комментариях, что привносит жесткий контроль в ваш бизнес или компанию. Какие улучшения внес собственник или гендиректор через эти контроли. И что по итогу вы получили.
Посмотрите ролик, ссылка вверху на экране, там про 3 роковые ошибки, разоряющие вашу компанию. Сравните со своими ситуациями. Почему по этому пути идут многие компании? Потому что у них нет системы в управлении, и главное, вы не доверяете своим подчиненным и не децентрализируете власть. Все замыкаете на себе, и все задачи стекаются вам наверх. Вы становитесь узким горлышком для всего бизнеса, уважаемые собственники и генеральные директора. И постепенно люди привыкают, и они уже опускают руки, инициатива наказуема, жесткий контроль, делаем только те задачи, которые поставили сверху, и они на контроле. Потому что спрашивать будут только за них. Даже если вы свою какую-то основную работу не выполнили, за нее точно не спросят. Главное отчитаться по протоколам перед шефом, а в остальном трава не расти. Это очень опасная ситуация для компании, и для ее роста вам его не видать. И вы все больше будете нести убытки, вы точно не сможете увидеть в своем БДР, а что на самом деле происходит в компании. Надеюсь, вы ведете свой БДР, интегрированный с производственной программой. Напишите в комментариях, руководители и владельцы бизнеса, как вы управляете бюджетом доходов и расходов компании. А то я видел в компании, деньгами как-то примерно управляет, баланс бухгалтер ведет, а БДРа нет вообще в компании. Ну, примерно есть, который финансистам показывают в отчетах, но он полностью оторван от операционной деятельности. Посмотрите ролик про финансовый хаос, ссылка вверху на экране. Там 4 плохих примера, как не надо управлять бюджетами, и 1, как должно быть. Посмотрите ролик и напишите мне, какие у вас из 4 примеров есть или как должно быть. Так в чем же корень проблем вашей слабой исполнительской дисциплины? Люди не слушаются не потому, что они плохие или не профессионалы своего дела, а потому что у сотрудников хаос в приоритетах и ручное управление в компании. Им приходит по 10 задач от вас, 5 от своего руководителя, 3 от смежников, 2 из чата. Все срочно, все бросай, все беги, все важное. И они перестают понимать, за что хвататься, и в итоге не делают ничего. Или делают только то, что попроще. Или то, где громче кричат. А ваша задача одна из 20 вообще теряется в их срочности. Вылечите следствие этой проблемы, усиливайте контроль, добавляйте бюрократии, а причина – отсутствие системы управления и приоритетов компании. Вся компания работает в большей степени на задачи из протоколов генерального директора или собственника, а все остальные задачи не выполняются. Компания работает по итогу не на полезную деятельность, производство ценностей для бизнеса и клиента, а на вас, извините, если зацепил вас, уважаемые генеральные директора, и на ваши задачи. Но вы мне потом еще спасибо скажете за это, так как ваши подчиненные вам об этом никогда не скажут. Да и вы им не позволите это сказать, вы привыкли держать все под своим жестким контролем, и от этой привычки мы с вами будем постепенно избавляться. Мы будем повышать производительность вашей компании и уничтожать бюрократию. Я думаю, вы уже не раз пробовали уйти от ручного управления и жесткого контроля. Не один и не 2 раза. Каждый раз думали и рассчитывали, ну вот сейчас-то все заработает без моего вмешательства. Ваше первое решение было, вы внедрили постановку задач в CRM или Bittrex24. Да, красивая программа, задачи все в системе. А люди все равно их не делают, потому что у вас, скорее всего, структура компании выстроена не по потокам создания ценности, а как стандартная функциональная оргструктура. И они там живут в своих колодцах, а на стыках между подразделениями конфликты. Вы ставите им задачи по ФИО, и она повисает в воздухе. Нет главного каркаса управления в компании, который держит исполнение задач с понятными зонами ответственности и исполнения. Задачи часто ставятся по ФИО, а не по функционалу. ФИО-то вам не откажет, хоть это не его задача. Вы же главный, и вы ему поставили задачу сверху. А задачу по факту должно выполнять вообще другое подразделение. Получивший от вас задачу пришел в свой коллектив, и он демотивирован, потому что у них принцип «кто везет, на том и едут». Опять нам дали не нашу задачу, те сидят без дела, а у нас грузят по полной, особенно часто так бывает с функцией производства. Они последние в технологической цепочке, вот вы сами и разгребаете проблемы и задачи. За себя и за другие функции, которые не доработали в свое время на своем этапе. Производство прижато, им надо отгружать заказы. Они в безвыходной ситуации. Вот и толкают соседние функции, выполняя работу за себя и того парня. И еще роль толкача выполняют. Ваше следующее решение номер 2. Вы наняли нового директора по персоналу или по оргразвитию. Проводите тренинги по лидерству, ассессмент, командообразование. Все счастливые выходят после мероприятий, а задачи по-прежнему не делаются или срываются. Потому что проблема не в компетенциях и командообразовании, хотя в этом и тоже бывает. Проблема в том, что у вас нет сквозного плана в компании, который, понятно, связывает по срокам вашу ранее разработанную оргструктуру по потокам.
Ссылка вверху на экране, посмотрите ролик, что есть структура по потокам и как функциональная структура убивает ваш бизнес. Напишите потом в комментариях, пожалуйста, у вас какая сейчас структура, функциональная, матричная, по потокам или другая какая-то совсем. Так вот, ваши люди без синхронизации планов подразделений через сквозное планирование сейчас не видят, как их задача связана с общим потоком реализации продуктов или услуг вашей компании. Соответственно, все функции живут в своих внутренних планах, которые часто вообще никак не связаны с задачами соседних функций. И вся компания, соответственно, работает в разнобой, и вам выбора нет. Вы начинаете вручную управлять компанией, регулировать ежедневно сбои на стыках между вашими подразделениями. А дальше только постоянное тушение пожаров и снова скатываетесь к протоколам и жесткому контролю. Это колесо сансары своего рода. Следующее, ваше третье решение, как я сказал выше, запускайте протоколы и презентации, вводите еженедельные совещания по контролю поручений. Секретарь все записывает в протокол, контрольные точки, а результат опять ноль, потому что у вас нет задач в протоколах, привязанных к сквозному плану компании, к потоку создания ценности. Все задачи в ваших протоколах – это возникшие сиюминутные проблемы, пожарные какие-то ситуации, срочные поручения, или вы просто хотите поставить задачу на контроль. Вы потом погружаетесь в управление через протоколы и теряете целостную картину, а что реально происходит сейчас у вас в компании, так как все приходит на работу и первым делом думает, как закрыть задачи протокола, а не о своей основной работе. Управление компанией через задачи протоколы не приводит к повышению производительности, своевременной отгрузки продукции, повышению эффективности компании, включая финансовые показатели. Они начинают падать. Вы со временем теряете контроль над персоналом и компанией в целом. Почему эти три стандартных решения вам не помогли повысить исполнительскую дисциплину в компании? Потому что вы пытались залатать дыры локальными управленческими решениями. Архитектура управления компаниями не терпит временных заплаток. Нужен единый каркас управления для вашего бизнеса. Что обычно происходит в компании, где исполнение хромает? Структура – это отдельные княжества, а не поток создания ценности. Войны отделов, никто не отвечает за общий результат. План – это 10 файлов, у 10 руководителей свой план, они разрознены между собой. Никто не знает, какой из них главный и что делается в соседних подразделениях. Операционная деятельность для собственников и генеральных директоров превращается в крики на планерках и цехах. Вы продолжаете управлять вручную, контролируете, наказываете, а люди все равно вас не слушаются, потому что вам нужен другой инструмент. И вот что вас ждет, если не поменять ручное управление на систему. Вы будете кричать все громче, а толку ноль. Люди будут уже врать вам в отчетах, чтобы как-то вам отчитаться. Лучшие сотрудники начнут уходить в другие компании, у кого есть порядок и предсказуемость. Вы будете работать 24/7, потому что без вас никто ничего не делает. Компания на вашем ручном управлении и ваших плечах. Чтобы вам поменять ситуацию, сделать систему, посмотрите мой первый плейлист из 14 серии про архитектуру управления. Ссылка вверху на экране. А сейчас коротко расскажу об этой системе, которая расставит вам все по местам и по полочкам. У меня для вас есть одно решение. Построить архитектуру управления для вашей компании. Это инженерный проект вашего бизнеса. Не набор разрозненных инструментов, а единый каркас, единый механизм для управления вашим бизнесом. Он состоит из 4 кирпичиков. Кирпичик номер 1. Это структура по потокам создания ценности ваших продуктов и услуг. Это ваш главный фундамент, на котором строится все управление в компании. Не функциональные княжества и колодцы, а структура спроектирована через сквозной поток создания и реализации ваших продуктов. От заявки клиента до денег на счете. Когда структура повторяет поток продукта, исчезают войны отделов на стыках между ними. Все плывут в одной лодке и по одному потоку. Ответственность становится понятной всем и сквозной по потоку вашего бизнеса. Вся деятельность компании синхронна, и каждый знает, кто, что и как передать следующей функции. Марафонная палочка без задержек передается функциям по потоку компании. Кирпичик номер 2. Это сквозной план. Это расписание вашего потока создания продуктов. Единый источник правды для всех. Не 10 файлов у 10 руководителей, а один план, который показывает, когда, как, быстро и с какими ресурсами ценность движется к клиенту по потоку компании. План вытекает четкой структуры, и только тогда он работает с правильными, ответственными, не так, как у вас было раньше. Назначен почему-то Сидоров в протоколе, а если по функционалу смотреть, это реально должен делать Петров.
Кирпичик номер 3– это финансовая коммуникация, это ваша кровеносная система всей компании. Финансы жестко привязаны к сквозному плану через производственную программу и план продаж. Мы видим не прибыль за месяц, а финансовый срез в реальном времени. Сколько стоит любое отклонение в бизнесе, где перерасход по каким статьям и заказам в БДР. Финансовый поток привязан к плану и структуре по потокам компании. И кирпичик номер 4– это операционная деятельность, это нервная система вашей компании. Это короткие планерки, которые мгновенно находят отклонения от плана и запускают корректировки. Не крики, а система. Не отчеты ради отчетов, а возвращение в план. Единый дэшборд, и все это мы сначала настраиваем на Excel, чтобы вам не автоматизировать хаос через ERP и не выкинуть 50-200 миллионов рублей на автоматизацию, чтобы потом не делать постоянно доработки в течение 50 лет. А после тренировки в Excel ваша компания, архитектура управления будет идеально подготовлена к ERP, BPMN и другим IT-продуктам. Вы можете автоматизировать и цифровизировать свои процессы идеально. Любой вендор будет приятно удивлен зрелостью вашей компании и ваших бизнес-процессов для цифровизации и скажет вам большое спасибо. Да, и затрат у вас будет намного меньше на внедрение ERP и других IT-инструментов. Как эти 4 кирпичика архитектуры работают вместе? Структура определяет, кто, что и как работает. План определяет, когда и с какими ресурсами. Финансы отвечают, сколько стоит отклонение. Операционка обеспечивает выполнение плана и стратегии компании. Это замкнутый цикл, практически цикл Деминга. Каждый элемент питает и усиливает другой, синергия в управлении. Какие первые результаты вы получите через 3-6 месяцев? Задача выполняется не половину, как раньше, а от 85% и выше. Потому что ваша новая оргструктура держит поток компании, а план задает ритм исполнения и синхронность задач между функциями. Вы перестаете кричать и нервничать на совещаниях, система сама управляет исполнением. Вы возвращаетесь к стратегии и развитию бизнеса. Операционка в вашем 8-часовом дне теперь занимает ровно 1 час, ну 1,5 максимум. Люди перестают врать в отчетах, потому что у вас теперь единый дэшборд, отчеты не нужны. В вашей компании все пользуются единым дэшбордом, где сейчас все ключевые работы по всем подразделениям выстроены в одну цепочку, учитывая критический путь договоров с заказчиками. Вы наконец-то можете спокойно уехать в отпуск. Система работает без вас. Это не очередная CRM или ERP, это не модная западная методология, это инженерный проект четко для вашего бизнеса под вашу стратегию, отработанный на практике в России и в Киргизии. Особенно отлично работает в производственных компаниях. Люди не исполнительные и не выполняют свою работу, но это не в людях проблема, правда. Это отсутствие архитектуры управления в вашей компании. И сейчас, похоже, каждый из 4 кирпичиков архитектуры лежит по разным углам, и он сам по себе работает. Они пока не собраны в единый каркас. И вам его надо срочно собрать воедино. Такие кейсы с исполнительской дисциплиной в компаниях сотни, может быть тысячи. И в каждом бизнесе своя боль, своя структура, свой поток. Если вы узнали себя, если вы кричите, а люди кивают и не делают, если ваши 4 инструмента сейчас разобраны и не работают как единая система управления, не ждите следующего срыва по планам и протоколам. Напишите мне в Telegram слово «разбор». Ссылка в описании канала и ролика. Разберем вашу ситуацию и боли. Скажу, с чего начать именно вам. Также провожу полный аудит ваших управленческих процессов в компании. При необходимости откроем полномасштабный проект по проектированию и внедрению архитектуры управления для вас и вашего бизнеса. И помните, люди проваливают задачи не потому, что они плохие, а потому что у вас нет архитектуры управления, где все 4 инструмента собраны в один единый каркас. Архитектура есть, исполнение есть. Архитектуры нет, вы кричите в пустоту и строчите один за одним протоколы. Подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить следующие выпуски. Быть сильным руководителем – это ремесло, и ему можно научиться. Увидимся в следующем ролике. Всем вам удачи!